Наверное, не найдешь среди любителей стереофонической радиоаппаратуры человека, которому не была знакома или не нравилась эта продукция сибирского города Берска. Я часто прихожу сюда на выставку по возможности времени, и хочется мне в продаже увидеть те экспонаты, которые представлены здесь на выставке. Это замечательно здесь, вот, особенно Бердского завода, выпуск проигрыватель Vega 101. Он в жизни вообще показал себя очень такой надежной эксплуатацией и с хорошим звучанием. Ну что я могу сказать? Arctur, значит, очень хороший электрофон, очень хорошие у него колонки, хорошие, но очень редко он в продаже бывает. Это вот, значит, такая деталь беспокоит. Vega, о Vega я могу сказать, о Vega 106. Очень хорошая вертушка это, хороший мотор в ней. Бердский радиозавод. Ему сегодня 35. Рожденный в первые трудные послевоенные годы, он смог уже тогда своей аппаратурой удовлетворить скромные по теперешним меркам запросы любителей радио и музыки. С первых своих шагов коллектив понял, что для дальнейшего совершенствования изделий, которые удовлетворяли бы постоянно растущие требования покупателей, необходим научно-технический прогресс. В 1971 году на заводе создается его мозговой центр, специальное конструкторское бюро. Устанавливаются деловые контакты с институтами Сибирского отделения Академии наук СССР и с научно-исследовательскими институтами. Активизируется работа по изобретательству и рационализации. В результате завод одним из первых в стране осваивает серийное производство стереофонической радиоаппаратуры. В начале 3-го и 1-го классов, затем высшего, типа Arc. В том году четверть всей бытовой стереофонической аппаратуры страны сделана Бердским радиозаводом. Аппаратура, выпускаемая заводом сегодня, не уступает зарубежной. Она твердо вошла в список товаров, пользующихся повышенным спросом населения. 18 изделиям завода присвоен почетный знак качества. 3 изделия экспортируются в 9 стран, в том числе во Францию, Англию, Австралию. Сегодня на заводе комплексно решаются 2 задачи: автоматизация и роботизация всех технологических процессов и разработка и освоение серийного производства принципиально новой бытовой радиоэлектронной аппаратуры, которая будет способна удовлетворить требования самых взыскательных покупателей.
начальник штамповочного цеха Григорий Петрович Киселев. Штамповочный цех на протяжении нескольких лет был самым узким местом на заводе. Отсутствие деталей систематически лихорадило завод, приводило к срыву государственных планов. В 1978 году коллектив цеха совместно с руководством завода разработал мероприятия по автоматизации, механизации штамповочного цеха, и в течение этих лет они в основном были выполнены. За эти годы четвертая часть массовых и серийных изготовляемых цехом деталей переведена на автомат. Вы уже посмотрели, что штамповочный цех – это тяжелый цех, и монотонный тяжелый труд не привлекал рабочих в этот цех. В настоящее время в цехе уже внедряются роботы, внедряются автоматические линии, которые позволяют, увеличивать производительность труда, освобождать людей от тяжелого монотонного труда. И я думаю, что в ближайшие годы штамповочный цех радиозавода станет одним из автоматизированных и роботизированных производств в стране. Еще одним шагом в автоматизации штамповки станет автоматическая линия для изготовления шасси. Для полной роботизации штамповки в цехе испытываются различные типы манипуляторов. Мы находимся на участке трассы. Оборудование нашего участка ставит от 30 до 40% радиоэлементов на плату. Досборка производится в нашем же цехе, и после допайки собранной платы плата разламывается на 3 части, и получается 3 самостоятельных готовых модуля усилителя. В систему оборудования трассы входит несколько постов. Первый из них подготовительный пост – автомат для вклейки радиоэлементов в ленту. Этот автомат предназначен для вклеивания одного номинала радиоэлемента в ленту и смотки его на катушку. С него катушка снимается и ставится на следующий пост. Пост с программным управлением, управляет им электронно-вычислительная машина, где задается программа в определенной последовательности вырубки радиоэлементов и вклейки в ленту, в той последовательности, в которой будут ставиться радиоэлементы в плату. Рассказывает начальник участка автоматизированной сборки плат Николай Петрович Евтушенко. Готовую программную ленту забираем отсюда и переносим на следующий пост, где производится сборка плат. Таких постов у нас 2. На одном из них мы делаем плату УНЧ, усилитель низкой частоты, и на другом станке мы сейчас делаем плату УЗВ, усилитель записи воспроизведения. В дальнейшем мы планируем расширение номенклатуры плат, и в ближайшее будущее будут запущены дополнительные платы для автоматизированной сборки. Сейчас
участок работает над внедрением автоматизированной сборки новой платы предварительного усилителя. Заготовка новой платы будет состоять из 4 плат и будет переламываться после сборки на 4 части. Ведущий разработчик комплекса приборов для автоматической регулировки магнитофонных панелей Вадим Иванович Васильев. Комплекс аппаратуры предназначен для регулировки стереофонических и монофонических магнитофонов в условиях массового производства. На нашем заводе сейчас оборудовано 2 конвейера приборами такого типа. Основными отличиями этой аппаратуры от аналогов является высокая надежность и гибкость системы, позволяющая использовать ее для производства различных по классу магнитофонов. Объем проводимых испытаний составляет 15 основных параметров. Передающая часть комплекса рассчитана на подключение 30 рабочих мест, а высокая степень автоматизации и точность наиболее трудоемких измерений позволили получить экономический эффект только на нашем заводе более 100 тысяч рублей за счет увеличения производительности труда по крайней мере в 2 раза. Комплекс аппаратуры демонстрировался на ВДНХ СССР, где оценен дипломом 2-й степени. Ведущий разработчик комплекса аппаратуры для контроля качества монтажа печатных плат Павел Петрович Казанцев. Автоматический тестер представляет собой автоматизированный прибор для контроля и диагностики правильности монтажа печатной платы и комплектующих деталей, входящих в блок. Разработан прибор и изготовлен на нашем предприятии. Разработка велась совместно с объединением «Каскад». В отличие от зарубежных аналогов, прибор гораздо проще в эксплуатации, мобильней и дешевле в изготовлении. Основной задачей создания такого прибора, и внедрения его в производство является значительное снижение трудоемкости, контрольно-регулировочных операций и операций по ремонту плат. Это дает возможность снизить трудоемкость и время на отыскание и исправление неисправности в печатной плате блоки и улучшить качество собираемых изделий. В рамках экономической интеграции социалистических стран завод установил деловые контакты с венгерской фирмой «Видеотон» и польским объединением «Унитрофоника». Очередная рабочая встреча с представителями объединения «Унитрофоника». Мы попросили одного из директоров объединения «Унитрофоника» Яна Столянского поделиться своим мнением о берской аппаратуре. Te nasze gramofony są montowane do zestawów Vega. I muszę tu szczerze powiedzieć, że to... Электропроигрывающие устройства нашей фирмы монтируются в электрофонах и музыкальных центрах Берского радиозавода. И должен сказать откровенно, что то, что делают наши берские коллеги, нас приятно удивило. Изделия, выпускаемые заводом или готовящиеся к выпуску в 1979 году, являются на сегодня изделиями высшего класса.
Мы считаем, что технические параметры и внешний вид изделий очень хороши, и они могут смело конкурировать с подобными изделиями известных западных фирм, как на рынках социалистических, так и капиталистических стран. Главный инженер СКБ Анатолий Андреевич Христенко. Качественно новый этап развития завода связан с созданием специального конструкторского бюро. Это произошло 10 лет тому назад. За эти прошедшие 10 лет специальное конструкторское бюро разработало около 45 моделей радиоаппаратуры. Почти все эти модели завод освоил производство. Естественно, что рост технического уровня наших изделий должен был идти в соответствии с требованиями покупателей. Основное направление в совершенствовании бытовой аппаратуры заключается в том, чтобы постоянно повышать качество звучания. Это один из основных параметров аппаратуры, ради которых она и создается. Второе направление в совершенствовании аппаратуры – это повышение ее надежности. Одним из основных качественных показателей аппаратуры – это, конечно, и внешний вид. У нас создан коллектив дизайнеров, который на данном этапе завоевал себе славу. Проведенная выставка в Москве привлекла очень много внимания любителей и высоко оценила те работы, которые выполнены нашими дизайнерами. Дальнейшее совершенство аппаратуры будет вестись по применению новых видов материалов, пластмасс и решение самого стиля, фирменного стиля аппаратов Бердского радиозавода. Коллектив сейчас работает над аппаратурой будущих. Недавно у нас была проведена здесь всесоюзная конференция на заводе, на которой говорилось о том, какая должна быть аппаратура примерно к 90-му году. Все задачи и мысли наших конструкторов, разработчиков как раз и направлены на это. Одним из качественных показателей аппаратуры в настоящее время будет являться период перевода ее на микрорадиоэлектронику. Учитывая то, что в настоящее время производство микросборок в отрасли еще не налажено, ведутся только разработки. Такими разработками занимаемся и мы, разрабатываем 8 блоков. Но для того, чтобы воспроизводить эти микросборки, необходимо и кадры, необходимы площади и вообще организации. Поэтому создано специальное конструкторско-технологическое бюро по микрорадиоэлектронике, которое должно заняться разработкой микросборок этих с последующим внедрением их в производство.
Это образцы аппаратуры завтрашнего дня, разработанные на Бердском радиозаводе. Изделия берчан всегда современны, оригинальны по дизайну. Они пользуются неизменным интересом не только у любителей, но и у профессионалов. Именно поэтому местом проведения всесоюзной конференции был избран Бердский радиозавод. Подлинным форумом единения науки и производства стала Всесоюзная научно-практическая конференция по проблемам развития бытовой радиоэлектронной аппаратуры, проходившая недавно на заводе. В ее работе приняли участие ученые Сибирского отделения Академии наук СССР, научные сотрудники и инженеры научно-исследовательских и учебных институтов, производственных объединений Бердского радиозавода. Конференцию открыл директор завода Александр Николаевич Шкулов. Большой интерес вызвал доклад начальника Главного технического управления Министерства промышленности средств связи Игоря Георгиевича Глебова. Конференция приняла обращение к коллективам научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, лабораторий промышленных предприятий, к ученым, инженерам, изобретателям и рационализаторам принять участие во всесоюзном конкурсе по созданию бытовой радиоэлектронной аппаратуры будущего. Научно-технический прогресс, о котором говорится в этом фильме, это не дань моды, это острая жизненная необходимость. Дело в том, что 26-й съезд партии поставил перед промышленностью задачу увеличить объемы производства бытовой аппаратуры и повысить ее технический уровень, ее качество и надежность. Решая эти вопросы, мы видим два пути, по которым можно выполнить эти решения. Это автоматизация технологического процесса и повышение надежности аппаратуры, а значит переход на совершенно новые принципы конструирования и применения различных элементов. Начало автоматизации и повышения надежности исходит от конструктора, который разрабатывает бытовую аппаратуру, который применяет те элементы, которые отвечают современным требованиям и дают возможность автоматизировать технологический процесс. Все, что вы видели в фильме, это только робкое начало того, что необходимо проделать. В частности, рассказ о штамповочном цехе – это начало большой программы, которая закончится полностью созданием автоматизированного штамповочного цеха, который будет управляться электронно-вычислительными машинами. Но и это не все. Нужна комплексная механизация. Должна быть увязана вся цепь производственных процессов, и весь производственный процесс должен быть автоматизирован. Решая вопрос автоматизации, нам необходимо учитывать, что главный наш удельный вес ручных работ – это сборочные работы. Поэтому вот линия трассы, которая в Советском Союзе практически впервые освоена у нас, нашего производства, это начало огромнейшей работы, и с помощью науки, Сибирского отделения Академии наук, с помощью министерства, которое выпускает все радиоэлементы, мы надеемся, что эта трасса превратится в автоматические линии, которые комплексно охватывают весь объем сборочно-монтажных работ. А если наш завод совместно с объединением «Каскад» сумеет решить вопросы автоматизации контрольных операций и диагностики дефекта, то мы надеемся, что производительность труда повысится в сборочном цехе в 2 раза, а качество продукции будет соответствовать всем требованиям покупателей, ГОСТов и стандартов, которые действуют в настоящее время. Одной из важнейших задач является повышение надежности. В настоящее время наши аппараты имеют очень сложные конструкции. Конструкция сегодняшнего аппарата бытовой аппаратуры
она намного превосходит сложность, ну, допустим, автомобиля Волги ГАЗ-24. Потому что кнопок от них управления там в 5 раз больше, чем управление автомобилем. В этом аппарате 1500 различных элементов. И даже расчетная теоретическая надежность, она сегодня не соответствует требованиям покупателя, так как сумма всех вот этих элементов, даже отличного качества, она не обеспечивает суммарной надежности. Поэтому надо искать другие пути решения этих проблем. И они известны. Это пути применения микроэлектроники. Совместно с институтами Сибирского отделения и другими производственными предприятиями, которые участвуют в создании аппаратуры будущего, мы надеемся, что мы справимся с этими задачами. Однако эти задачи нельзя решить, если мы не найдем достаточного количества энтузиастов, рабочих, инженерно-технических работников, которые загораются идеями автоматизации, создания нового и очень активно их внедряют. Такими вот, как здесь показано, начальник цеха Киселев Георгий Петрович, начальник отдела измерительной техники Казанцев, штамповщица, периодисты и многие другие люди, отряд этих людей, которые внедряют все новое в производство и для которых это стало целью жизни.